Играя в Total Lockdown, большинство игроков, имеющие слабый комп, жалуются на фризы и лаги во время игры, но когда они выставляли качество графики на среднее или минимальное, игра становилась жутко мыльная, и смотреть, а тем более играть в это некомфортно для глаз. И поэтому я подготовил ролик, где мы детально будем разбирать каждый пункт качества графики в Total Lockdown, и сделаем из вот этого вот это, и это никак не будет пожирать ваш FPS в игре. Давайте начинать. Сейчас вы видите минимальные системные требования Total Lockdown в Steam, но это далеко от правды, потому что игра может работать, если у вас имеется хотя бы 6 гигабайт оперативной памяти, какая-нибудь видеокарта на 2 гигабайта и процессор, если у кого Intel, то нужно иметь хотя бы третье поколение, или у кого AMD, то минимально нужен прос, который указан в системных требованиях игры. Если у кого-то хотя бы один пункт ниже того, что я сказал, то игра у вас будет работать, но не гарантирую, что фризы исчезнут, но как минимум игра будет работать стабильнее, чем у вас было раньше. А теперь давайте перейдем к настройкам, и первое, что нас встречает, это пункт поля зрения. Большинство игроков играют на стандартном значении, что я вам крайне не рекомендую, потому что чем больше поля зрения, тем больше преимущества. Ты можешь видеть противника с вообще другого угла, при этом тот, у кого стандартное поле зрения, даже и додуматься не может, откуда вы его увидели. Следующий пункт это гамма, никак не влияет на FPS, поэтому ставьте как душе угодно, лично у меня стоит на 25%. Размытие при движении добавляет кинематографичности игре, спорить не буду, выглядит достаточно красиво, но очень мешает сосредоточиться на противнике или на каком-нибудь объекте, поэтому отрубайте эту функцию вообще, добавите себе плюс 2-5 FPS. Далее тени. Если вам кадры важнее картинки, то отрубайте тени совсем. Остальным рекомендую поставить на медиум, тем более большой разницы с эпиком я не увидел. Следующий пункт это дальность обзора, отвечает за прорисовку объектов вдали на других этажах. Ни в коем случае не ставьте его ниже эпика, иначе игра превратится в Майнкрафт, потому что эта штука еще отвечает и за количество полигонов на скине. Проще всего это заметить на скине танкистки. Также дальность обзора отвечает и за всеми ненавистный блюр вдали, если поставите его на минималки. Поэтому выставляйте эпик, и благодаря тому, что мы настроили прошлые и настроим следующие пункты, дальность обзора не будет жрать много FPS и нарушать стабильность игры. Качество текстур. Сейчас вы не увидите никакой разницы, потому что требуется перезапуск игры, но не советую перезапускать на эпике, если у вас средний слабый комп. Не нужно его мучить, поэтому ставьте на медиум и большой разницы не заметите, но плюс к стабильности игры. Далее у нас идет качество эффектов, и это у нас всякий дым и вот эти вот штуки на 13 этаже, а также количество бабочек на этаже парк. Станет ли нам хуже от того, если мы увидим то же самое, но в маленьком количестве? Вот и я думаю, что нет, поэтому выставляем данный пункт на медиум.
Следующим на очереди идет сглаживание. Очень спорный пункт, потому что с одной стороны, если уберешь сглаживание, то большинство объектов будет рябить, и это не очень приятно для глаз. Но с другой стороны, размытие вдали пропадает совсем, и неплохо так поднимает FPS. Поэтому выбор за вами. Если не хотите ставить на low, то ставьте hide. Никакой разницы с эпиком я не увидел, но рекомендую я, конечно же, ставить на low. Без теней это вроде как выглядит получше. После настройки всех пунктов не забудьте перезапустить игру. А это был последний пункт настройки графики, а это значит, что мы с вами прощаемся. Очень надеюсь, что я хоть чем-то вам помог. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи и пока-пока.